Здравствуйте! Меня зовут Маргарита, и в этом уроке мы с вами создадим сайт-визитку с помощью конструктора Elementor и плагина Inventa Elements. Сайт-визитка во многом похожа с сайтом портфолио, за исключением того, что там в меньшей степени уделено внимание работам и в большей степени контактным данным. Как видите, я скачала плагин Inventa Elements. Давайте посмотрим, как он выглядит. И Elementor, который мы до этого уже использовали. Вот этот плагин я скачала и установила, и с ним мы будем работать. Заходим на страницу и создаем новую. У нас будет сайт-визитка весьма похожа на портфолио. Разница будет лишь в том, что именно мы будем больше уделять времени контактным данным и каким-либо еще характерным для визиток свойствам. То есть больше у нас будет на visual акцент, чем на непосредственно предоставление наших работ. Так вот, заходим мы в Elementor и видим, что здесь почти все то же самое, за исключением вот этой кнопки. Это наш новый плагин Inventa Elements. Здесь, в новой версии, мы можем разделить на премиум и бесплатные темки, можно сказать. Также они разделяются по категориям. И здесь можно, допустим, посмотреть превью. Как выглядит данная тема, какие ее страницы доступны бесплатно, а какие идут в Pro-версии. Как видим, довольно много всего интересного. Я остановилась на вот этой теме, но также мы будем не забывать, что у нас есть бесплатные блоки, допустим, контактная форма, которые мы можем вставлять по своему усмотрению. Допустим, блок вопросов мы добавим отсюда. Начнем. Смотрим на тему и выбираем. Здесь мы можем увеличить и прокрутить представленный нам фрагмент. Довольно длинный сайт, причем вместе даже с вопросами нам он, скорее всего, не подойдет из-за того, что он слишком огромен. Этот вариант уже ближе. Давайте тогда воспользуемся первым вариантом, но удалим несколько блоков, так как сайт получается слишком громоздким, и нас он поэтому не устраивает. Отлично. Наш сайт загружается. Теперь мы смотрим, что мы можем изменить здесь. Здесь различные блоки. Можно листать. Отлично. Все выдвижное. Давайте начнем с главной страницы. Здесь мы изменим наш стиль, изображение. И, пожалуй, вот это. Получается, что цвет сливается. Тогда добавим еще и цвет поверх.
изменим цвет нашего названия, чтобы оно не сливалось. Добавили затемнение. И здесь допустим ссылку. Здесь у нас добавляется несколько слоев контента, большинство из которого сдвинуто как-либо. Нам надо определиться, что за что отвечает. После чего можно будет спокойно это все изменять. Вот она, первая страничка о нас. Здесь можно ставить ссылку «Продолжить просмотр». Но это мы пока не будем изменять. Конечно же, иконки. Иконки можно подбирать в базе данных в последующем, если вы его установите, с нашими иконками. Данный блок не очень удобно расположен. Его стоит немножечко выше перенести. И добавить, допустим, еще один разделитель. Подобная метрика нам не нужна, мы ее просто удаляем. Допустим, эту часть оставим, но удалим вот этот блок. Конечно же, о клиентах. Здесь у нас слайдер. Изменим его. Допустим, добавив
Наши фотографии, к сожалению, не то разрешение. Команду тоже убираем. К сожалению, удалила подложку. Все, она восстановлена. И аналогичным способом, заменяя детали, по крупинкам собираем наш сайт. Таким образом можно сделать любой сайт, не только подобного формата. Но стоит учитывать, что... Так, отлично, вот наш блок вопросов. Все открывается. Стоит учитывать, что данные сайты, скажем так, имеют неполный функционал, который вам необходим, и поэтому возможно добавление каких-то новых слоев. Давайте добавим вот сюда куда-нибудь. Допустим, мы хотим бесплатный блог и хотим еще какого-то героя поставить. Нам его не хватает. Добавляем. После загрузки у нас все заработает. Отлично. Герой наш добавлен. Мы этот блок можем перенести вниз, если захотим. Изменить его местоположение. Допустим, вот здесь теперь он будет. Вот так. И по крупицам, по таким блокам мы, конечно же, собираем. Исправляем все ссылки, исправляем все названия, все неточности, которые нас не устраивают. Вот такой сайт получается. Ничего сложного. Контактные формы настраиваются. И, в принципе, здесь больше нечего рассказать.